Так в Иране празднуют выборы Пезешкиана. Для внешней публики Иран хорошо загримирован всеми этими аятоллами и рухолами, но внутри он глубоко беременен, и беременен он Южным Азербайджаном. Его рождение – дело лишь времени. По итогам второго тура досрочных выборов новым президентом Ирана избран Масуд Пезешкиан. Его отец азербайджанец, мать курдянка. Пезешкиан – реформатор, сторонник восстановления ядерной сделки и отношений со странами Запада. Итак, в Иране новый президент, и он поразительно неординарная личность. Во-первых, он родом с южных берегов Урмии, то есть наш самый непосредственный сосед. Во-вторых, он азербайджанец, для которого важна его тюркская идентичность. Он в молодости говорил только на азербайджанском, а персидский выучил позже. В-третьих, он врач-кардиохирург, то есть человек высокой квалификации, который много лет посвятил врачебной профессии. В-четвертых, он преподаватель Корана, то есть человек, который вникает в религиозные смыслы и задумывается о них. В-пятых, он ветеран войны с Ираком, прекрасно понимающий, что такое боевые действия. В-шестых, он сторонник развития отношений с Турцией и сторонник эмансипации тюрок в Иране. В-седьмых, он болельщик футбольного клуба «Трактор» из Тебриза. А болеть за «Трактор» в Иране – это как болеть за Ахмат в России, за Наполи в Италии или за Селтик в Шотландии. Политики там не меньше, чем спорта, и политика – это пантюркизм. В-восьмых, он имеет репутацию реформатора и прогрессиста. Разумеется, любой прогрессизм на Ближнем Востоке заканчивается там, где начинается армянский вопрос, но все равно, учитывать это может быть важно. В любом случае, в Иране пришел к ограниченной власти президент новой формации, ничего подобного прежде в истории революционного Ирана не было. Как с ним намерен работать кабинет Пашиняна, я ума не приложу. Пазл такой. Раиси мертв. Алиев исполнил. Асад нормализация с Турцией при условии вывода войск. Эрдоган приказ протурецким группировкам в Сирии сдать оружие. Цель – выкинуть беженцев обратно. Масуд Пезешкиан – реформатор, тот, кто согласился выполнять новые договоренности. Дугин сказал, что Россия недовольна реформатором. Центральным элементом пазла является Сирия. Она проливает свет на все. Новый президент Ирана – завершающий элемент цельной картины. В этой пьесе каждый исполнил свою роль и получил свой гонорар. У вас остался вопрос про цели Ирана. Если турки уйдут из Сирии, то ослабнет влияние России. Ослабить Россию в Сирии – значит ослабить влияние России на весь регион. А дальше двигаться в сторону сделок с Западом. Раиси не хотел, Пезешкиан хочет. Как будет работать с ним Пашинян? Прекрасно будет работать. В тандеме. Дугин подтвердит. Мне не совсем понятна эйфория в Баку по поводу избрания Пезешкиана. Вы вообще понимаете, что в случае появления Южного Азербайджана, именно вы будете им поглощены, а не он вами? С какой стати 20-миллионное шиитское образование должно присоединиться к 8-миллионному израильскому прокси? Где вы вообще видели, чтобы более слабые присоединили к себе более сильных? Смотрите, как бы ваша столица не утекла из Баку в Тебриз. Это звучит как «только не бросайте меня в терновый куст». Будь я бакинским пантюркистом, я бы презирал Алиева и его режим и мечтал бы, чтобы столицей объединенного догма Ватана стал Тебриз. А почему бы и нет? Представим, что Западная Армения населена не курдами, а армянами, она отделяется от Турции, присоединяет к себе Армению, и какой-нибудь Эрин Верденоглу пугает ереванцев тем, что столицей Армении теперь будет Ван. Смешно? Смешно. Но есть кое-кто, кому не смешно и это, в первую очередь, Алиев и его Нафар, клан. Сильный, многолюдный, по-настоящему кызылбашский, тюркский Южный Азербайджан станет соседом обрусевшей путинской прокладки, что может быть в этом для Алиева хорошего. Придется забыть о власти, собирать манатки и убираться куда-нибудь в Арабские Эмираты. Если к тому времени в Эмиратах еще останется камень на камне. По скриптум. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Масуду Пезешкиану по случаю его избрания президентом Исламской Республики Иран.
Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.